万，让本大爷怎么可能？你为什么这么…… Становление Тансана морским богом мы ждем больше всего. Когда он достигнет 100-го ранга и получит настоящую божественную силу, тогда он наконец разберется со злейшими врагами Тяньринсюэ и Бибидун. Это будет на самом деле эпично. Но сначала Тансану нужно починить сердце морского бога. Из-за него даже награда 8-го испытания была уменьшена. Как он это сделает? Давайте сперва разберемся, что такое сердце морского бога в Трезубце. Это большой ромбовидный драгоценный камень в основании Трезубца, а также настоящее имя покрова вселенной Безбрежного моря. Он с самого начала избрал именно Тансана, и это стало главной причиной, почему он получил 9 испытаний морского бога, а не 8, как Босайси. Сердце морского бога – это не просто ядро Трезубца. Это также ядро наследства морского бога. Вот почему оно настолько важно. Первоначально его не было в Трезубце на острове морского бога. Его с собой принес Тансан. В битве с Тяньринсюэ оно было сломано, и пока что Трезубец, как божественное оружие, не мог показать свое надлежащее великолепие. Но ключом к его восстановлению стал сам Чудо-Кит, потому что на место этого драгоценного камня нужно поместить что-то очень мощное, что сможет восполнить недостаток. Сяобай, большая белая акула, рассказала Тансану, что в голове короля китов находится что-то очень ценное и полезное. Ему нужно было расколоть голову кита после поглощения кольца. Тансан использовал трезубец, чтобы разрезать голову Чудо-Кита. Хотя сам кит был огромным, но его мозг был довольно маленький, всего 1 квадратный метр, но был золотистого цвета и, казалось, излучал огромную энергию. В середине этого китового мозга лежала фиолетово-золотая жемчужина размером с кулак. Тансан не мог оторвать от нее глаз. С точки зрения содержащейся в ней энергии, эта китовая жемчужина сильно превосходила жемчужину, что появилась после смерти Темного Тигра. Это определенно было небесным сокровищем. Сяобай рассказала, что эта жемчужина появилась в результате культивирования в течение миллиона лет. Это также конденсация духовного влияния неба и земли, которую король китов впитывал годами. Это определенно самое редкое и ценное сокровище. Эту драгоценную жемчужину можно вставить в оружие, и оно станет божественным инструментом. Услышав это, Тансан сразу посмотрел на пустое место в Трезубце морского бога. Но сейчас он не мог заменить сердце морского бога этой жемчужиной. Уже на острове с помощью Босайси Тансан планировал починить Трезубец. Остров морского бога, дворец морского бога. Тансан вернулся. Приближается последнее испытание. Тансан обязательно овладеет силой морского бога и снова вернет его мощь в этот мир. К сожалению, Босайси не могла помочь Тансану с восстановлением сердца морского бога, но без помощи Трезубца пройти 9-е испытание практически невозможно. Шанс выжить составляет 1 к 10. Бог ангелов требовал ангельского деяния для наследника, помогающее преемнику поглотить божественную силу. Наследство морского бога также нуждается в Трезубце, чтобы направлять энергию и продолжать процесс трансформации в бога. Без Трезубца этот процесс может стать мучительным. Тансан все прекрасно понимал и решил рискнуть, он не хотел отступать. Также был шанс, что с завершением наследия морского бога Трезубец восстановится сам по себе. И Тансан начал 9-е испытание – принятие божественности морского бога. Все монстры Шрека провожали Тансана. Сяову последней прыгнула в объятия Тансана, крепко держа его. Она сказала: «Бро, я люблю тебя, для меня ты должен жить. Помни, неважно, человек ты, бог или призрак, я всегда буду рядом с тобой». Крепко обняв Сяову, Тансан поцеловал ее, а затем быстро вскочил на платформу в дворец морского бога. Сейчас Тансану предстояло совершить самое важное дело, которое решит судьбу всего континента. Сможет ли он унаследовать божественное положение морского бога и станет ли равным противником для богини ангела? Босайси, жрица острова, а также титулованная 99-го ранга, высвободила всю свою силу и зажгла столб золотого света. Это было поистине потрясающее зрелище. Все части 9-го испытания Тансана были невероятно трудные, совсем не такие, как у Тяньринсюэ. Ранее в одном из видео уже обсуждалось, что все духовные кости Тансана трансформировались в божественную броню морского бога. Это был очень болезненный процесс. Тансан медленно превращался в морского бога. На его спине появились 8 огромных крыльев, каждая из которых соединялась его ребрами, как раз там, где раньше были 8 паучьих копий. Золотисто-голубые крылья расправились, и огромная энергия моря впиталась через эти крылья. Именно тогда трезубец морского бога начал демонстрировать мельчайшие изменения. Узор на нем стал слегка золотистым, и китовая жемчужина также стала прозрачной. Треть энергии китового мозга была поглощена трезубцем морского бога. В итоге эта китовая бусина встала на место разбитого сердца морского бога. Преобразованная в сердце трезубца, наконец, она превратилась в сверкающий ромбический драгоценный камень.
Безупречно чистый свет морского бога выстрелил из изголовья трезубца, сияя на уже восстановленном сердце морского бога. В этот момент Тансан почувствовал, что стал абсолютным центром этого места, и знакомое дружелюбное присутствие трезубца морского бога заполнило все его тело. Как же хочется увидеть в аниме, когда Тансан будет проходить 9-е испытание и станет полноценным морским богом. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы также тот момент, когда Тансан превратится в морского бога. Подписывайтесь на канал и всем пока.